Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Октябрь в Вайоминге — это время, когда воздух становится острым, как лезвие бритвы, а небо над Оук-Крик окрашивается в цвета запекшейся крови. Майкл Харпер, мужчина с мозолистыми руками потомственного механика и лицом, дубленым ветрами предгорий, шел по знакомой тропе. Рабочий день в мастерской выдался тяжелым. 3 вышедших из строя трактора и капризный мотор старого Форда выжили из него все силы. Обычно лес наполнял его спокойствием, но в этот вечер тишина была неправильной. Она не была мирной. Она была тяжелой, словно ватное одеяло, наброшенное на крик. Птицы, обычно затевающие шумную перебранку перед закатом, словно испарились. Белки не прыгали по веткам сосен. Даже ветер вел себя странно. Он не гулял в верхушках деревьев, а короткими, рваными порывами приносил запахи, которым не было места в лесах северного штата. Запах мускуса, старой шерсти и чего-то едкого, животного. Майкл остановился, поправляя лямку рюкзака. Лес будто затаил дыхание. «Эй!» — негромко позвал он, и собственный голос показался ему чужим. В ответ из густых зарослей орешника донеслось тяжелое, клокочущее дыхание. Это не был хрип загнанного оленя или ворчание медведя-гризли. Звук был глубже, объемнее, он вибрировал где-то в грудной клетке самого Майкла. В сгущающихся сумерках между стволами деревьев проступил силуэт. Майкл замер, боясь даже моргнуть. Существо было огромным. Первой мыслью было «пума-переросток», но когда зверь вышел на открытое пространство тропы, реальность накренилась. Перед ним стоял африканский лев. Это было настолько абсурдно, что Майкл на секунду решил, будто у него случился тепловой удар или галлюцинация от паров бензина. В лесах Вайоминга львы не водятся. Они живут в саваннах, в зоопарках, на страницах National Geographic, но не здесь, среди сосен и дикого винограда. Лев был страшен, но не так, как должен быть страшен хищник на охоте. Он был воплощением страдания. Золотистая некогда шкура висела складками на выпирающих ребрах, грива свалялась в грязные колтуны, в которых застряли колючки и сухие листья. На боку зияла рваная, плохо зажившая рана. Но самым жутким был ошейник, тяжелый, потертый кожаный ремень, впившийся в исхудавшую шею. Зверь не прыгнул, он не обнажил клыки. Он просто смотрел на Майкла огромными янтарными глазами, в которых плескалась такая запредельная усталость, что первобытный ужас человека начал медленно отступать, сменяясь колючим комом в горле. «Ты откуда здесь такой, парень?» — прошептал Майкл, медленно опускаясь на одно колено, чтобы казаться меньше и менее угрожающим. Лев издал тихий звук, не рык, а жалобный стон. Он пошатнулся, его передние лапы дрожали. Майкл понял, зверь умирает от голода и жажды. Рискуя жизнью, механик медленно потянулся к рюкзаку. Каждое движение было выверено. Он достал свой ужин, большой сэндвич с мясом и флягу с водой. Он вылил воду в пластиковый контейнер для ланча и осторожно подтолкнул его к льву. Затем бросил куски мяса. Хищник замер. Секунду он принюхивался, а затем жадно, почти по-собачьи, набросился на еду. Воду он лакал долго,
бесшумно, не сводя глаз с человека. Когда контейнер опустел, лев не ушел. Он подошел ближе, на расстояние 2 шагов. Майкл затаил дыхание. Зверь склонил голову набок, издал короткий гортанный звук и сделал несколько шагов вглубь чащи, туда, где не было тропы. Пройдя 5 метров, он остановился и обернулся, глядя на Майкла. «Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой?» — спросил Майкл в пустоту. Лев ударил хвостом по сухой траве и снова тронулся с места. В этом жесте была пугающая осознанность. Поддавшись иррациональному порыву, Майкл двинулся следом. Они шли около 40 минут. Лев постоянно оборачивался, проверяя, не отстал ли его спутник. Путь лежал через старую низину, которую местные старались обходить стороной. Там когда-то была частная территория, обнесенная высоким забором, давно заросшим колючим кустарником. Когда они вышли на поляну, Майкл невольно вскрикнул. Впереди в лунном свете высились остовы старых фургонов и разорванный купол шапито, похожий на скелет гигантского доисторического животного. Ржавые вывески гласили «Великий цирк братьев Марлоу». Но страшнее всего были звуки. Из глубины территории доносился многоголосый плач, хриплое рычание, тонкий скулёж и тяжелые удары чего-то массивного о металл. Лев, приведший Майкла, подошел к одной из клеток и потерся мордой о ржавые прутья. Внутри, в тесноте и нечистотах, лежал другой лев, еще более истощенный, почти не подающий признаков жизни. Майкл пошел дальше, и перед ним развернулась картина ада на земле. Вдоль рядов фургонов стояли клетки. В одной метался по кругу тигр, чья шерсть вылезла клочьями. В другой, обняв голову лапами, сидел шимпанзе в остатках клоунского костюма. В самом конце, в тесном загоне, стоял слон. Его кожа была серой и сухой, как пергамент, а глаза затянуты пеленой отчаяния. Здесь были десятки животных, все они были брошены. Миски для воды были сухими и покрытыми пылью уже много дней, если не недель. «Боже мой!» — Майкл схватился за голову. «Они просто оставили вас здесь умирать». Ярость вытеснила страх. Майкл бросился к фургонам, надеясь найти хоть какую-то еду. В подсобном помещении, запертом на амбарный замок, который он просто вышиб ломом, нашлись мешки с комбикормом и несколько канистр с водой. Следующие 3 часа превратились в лихорадочный марафон. Майкл бегал от клетки к клетке, наполняя емкости водой, раздавая остатки зерна и сухих галет. Лев, который привел его сюда, лег у входа на территорию, словно охраняя своего спасителя. Связь в низине была отвратительной. Майкл залез на крышу самого высокого фургона, вытягивая руку с телефоном к небу. 1 деление 2 911. Что у вас случилось? Раздался сонный голос оператора. Слушайте меня внимательно. Задыхаясь, заговорил Майкл. Я в старом карьере у Оук-Крик. Здесь заброшенный цирк. Тут десятки умирающих животных. Львы, тигры, слон. Срочно присылайте ветеринаров и полицию. Это не шутка, черт возьми. Когда первые проблесковые маячки разрезали тьму леса, Майкл сидел на земле рядом с тем самым львом. Тот положил свою тяжелую голову на лапы, и в его взгляде больше не было той дикой, загнанной тоски. То, что произошло дальше, газеты назвали «бойней в Оук-Крик», которой не случилось. Спасательная операция длилась 3 суток.
Приехали десятки волонтеров, ветеринары из соседних штатов и специалисты из национальных парков. Животных, находившихся в критическом состоянии, усыпляли транквилизаторами и бережно перевозили в специальные боксы. Расследование было стремительным. Владельцы цирка, братья Марлоу, задолжали огромные суммы кредиторам. Когда судебные приставы наложили арест на счета, они просто заперли ворота зимнего лагеря и уехали, надеясь, что природа возьмет свое. Их нашли через неделю в другом штате, где они уже пытались зарегистрировать новое предприятие. Суд был суровым. Огромные штрафы и реальные тюремные сроки за жестокое обращение с животными. Но главным итогом стал закон Атласа. История о льве, который вышел к людям за помощью, всколыхнула всю страну. По всей Америке начались внеплановые проверки передвижных цирков и частных зоопарков. Были закрыты десятки сомнительных заведений, а сотни животных обрели новые дома в настоящих заповедниках. Майкл Харпер сидел на крыльце своего дома и рассматривал конверт, пришедший из Колорадо. Внутри была фотография. На фоне величественных скал в лучах заходящего солнца стоял огромный лев. Его грива стала густой и золотой, шкура лоснилась, а взгляд был полон достоинства и силы. Ошейника больше не было, только едва заметная полоса вытертой шерсти напоминала о прошлом. На обороте снимка было написано: «Атлас передает привет. Он дома». Майкл улыбнулся и посмотрел в сторону леса. Он знал, что тот вечер изменил его навсегда. Он больше не был просто механиком. Он был человеком, который услышал крик о помощи там, где другие услышали бы только шум ветра. Сегодня Оук-Крик уже не тот, что прежде. Территорию бывшего цирка выкупил Фонд защиты дикой природы. Ржавые клетки переплавили, а на месте купола Шапито теперь стоит небольшой мемориал. Бронзовая фигура льва, смотрящего вдаль, и табличка с именами всех спасенных животных. Майкл часто приходит туда. Он больше не боится тишины осеннего леса. Теперь эта тишина кажется ему наполненной смыслом. Он знает, даже если ты обычный механик, в твоих руках может оказаться ключ от чьей-то жизни. Нужно только не побояться пойти на зов в сумерках. История Атласа и Майкла стала легендой, которую рассказывают детям в Вайоминге. О том, что человечность — это не биологический вид, а выбор, который мы делаем каждый день. И о том, что золото в лесу — это не всегда клад. Иногда это просто грива старого льва, который верит в людей больше, чем они сами в себя.